Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Заключительная серия про сантехнику в моем проекте «Переделка хрущевки от А до Я». В этой серии я буду устанавливать инсталляцию, расскажу про трап, а также отвечу на самые популярные комментарии, которые были в первых двух сериях. Кто не видел первые две серии, обязательно посмотрите, ссылка на них будет в описании и в закрепленном комментарии. А перед началом работы можно немного отвлечься. Поиграть немного в викингов. Викинги — это игра, которая уже не первый год возглавляет чарты военно-экономических игр-стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений, многотысячных армий в реальном времени. Лично мне нравятся исторические стратегии и возможность играть онлайн с реальными соперниками. Это позволяет отвлечься от работы в любой момент. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто дойдет до самого высокого уровня дворца до конца января среди всех участников. Внимание! Розыгрыш состоится 3 февраля. Ребята, каждый ваш переход по ссылке помогает мне развивать свой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео. Ведь вдобавок, по моим ссылкам вы получите 200 голды и бесплатный щит. Не забудь досмотреть это видео до конца, а также ищи меня в игре под ником Павел Сидорик. Вперед! Вот эта вся конструкция будет находиться в тумбочке. Я не могу это все спрятать в нишу в ущерб шумоизоляции. Я хочу эту стену заложить, чтобы не слышать соседей. Если я делаю эти трубы в нишу, то, соответственно, к ним должен быть доступ. Если будет доступ, соответственно, будет плохая шумоизоляция. Почему трап находится именно в этом месте? Потому что это самое низкое место, куда можно его установить с учетом наклона канализации. Если бы я его поставил в эту сторону, в этот угол, то уже он стоял бы где-то на 1,5 сантиметра выше. Поэтому было принято решение поставить его здесь. Это обычный бюджетный трап с сухим затвором. Устройство очень простое. Что такое сухой затвор? Это значит, если у вас здесь не будет воды, то вот эта вот крышечка накроет канализацию и не будет доступа. Сам трап регулируемый. Он может быть максимально узкий, то есть это где-то там 9,8 сантиметра и примерно где-то сантиметров 15. Вот эта штука обрезается до нужного вам размера. И можно ее было сделать выше, ниже. Я сделал самый минимум, то есть, чтобы он был максимально узкий. Сверху вставляется некое подобие сифона, не знаю точно, как это называется. И решетка. Соответственно, пленка все снимается потом. Ну, довольно-таки простая конструкция. Обслуживается со стороны решетки. То есть сюда никуда лазить не надо. Он вмуровывается в поддон. На трубы я надел теплоизоляцию. Вместо теплоизоляции вообще используют гофру. Но гофры в магазине не было в соседнем. Была только теплоизоляция. Ну, поэтому я и купил теплоизоляцию. Ну так, кстати, даже круче смотрится. Краны, грязевые фильтры, все новое. Осталось только вызвать человека из водоканала, чтобы он заново пломбировал счетчики. И отвод на инсталляцию. Сейчас буду ее устанавливать. Здесь будет поддон, поэтому все эти трубы до уровня трапа будут заливаться. Приступаю к монтажу инсталляции. Что входит в комплект инсталляции? Комплект для подключения подвесного унитаза, угол канализации 90 и переход к нему на 110. Заглушки, шпильки, ну и инструкция.
Непосредственно сам крепеж к стене. Рамка для кнопки, инструкция, кран и гибкая подводка. Потому что бумагу они не жалеют. Какая она блестящая. Да. Кнопка. Ну и сама рама со сливным бачком. Все, больше ничего нет. Инсталляция представляет из себя стальную раму со встроенным смывным бачком, на которую впоследствии после установки навешивается унитаз. Основное преимущество инсталляции – это компактность, более красивый внешний вид, а также простое обслуживание. Удобная уборка помещения. На какую высоту устанавливать инсталляцию? На раме есть отметка 1 метр. Это высота от чистового пола. То есть нужно учитывать плитку, которая будет укладываться на пол. Первым делом выставляю ноги на необходимую высоту. Для этого использую гаечные ключи и рулетку, учитывая плитку толщиной 1 см. Далее начинаю разбираться с канализацией. Сначала собрал подвод из трубы. Примеряю инсталляцию. Не подходит. Если оставить так, то инсталляцию придется поднимать как минимум на 5-7 см выше нормы. Поэтому буду брать канализацию 90 мм. Она как раз подойдет по высоте. Подсоединяю канализацию через переходник, который шел в комплекте с инсталляцией. Еще раз все примеряю. Отрезаю необходимый размер. Все подходит. Теперь при помощи лазерного уровня и рулетки размещаю верхние крепления на стене. Диаметр сверла 12 мм. Инсталляцию буду устанавливать на шпильки и анкера. Подводка воды будет жесткая. Инсталляция к стене будет крепиться следующим образом. Сначала анкер, затем соединительная шайба, а после этого шпилька. Для установки хватит одной шпильки диаметром 10 мм. Устанавливаю анкера в отверстие и подбиваю молотком. Затем зажимаю анкер в стене. После накручиваю соединительные гайки и шпильки, куда будет крепиться инсталляция. Крепеж, который идет в комплекте с инсталляцией, неплохой, просто не адаптирован к нашим условиям. Очень часто у нас инсталляцию надо ставить далеко от стены, и требуются более длинные и толстые шпильки. В инсталляции в комплекте идут шпильки диаметром 8 мм. Поэтому просто высверливаем новые отверстия для шпильки 10 мм. Выставляю инсталляцию по уровню. Затем размещаю нижние крепления.
Сверлю отверстие. Закручиваю крепление. Затем устанавливаю инсталляцию, выставляю все по уровню и фиксирую гайками. Дальше нужно сделать подводку воды. Прикрутить полипропилен к крану инсталляции. Подводка будет жесткая и необслуживаемая. Поэтому все нужно сделать надежно. Использую лен и уплотнительную пасту. Паста улучшает герметизацию, позволяет легко накрутить резьбу и консервирует лен, предотвращает гниение на холодной воде и рассыхание на горячей. Предварительно вставляю кран для того, чтобы примерить трубу для пайки. Произвожу необходимые измерения и делаю предварительные заготовки. Прикручиваю кран со сделанной трубой и припаиваюсь к водопроводу. Поджимаю кран отверткой. Прикручиваю шланг и проливаю воду для того, чтобы прочистить систему от возможного мусора. Затем прикручиваю шланг с другой стороны. Не забываем про нижний крепеж канализации. Вставляю заглушки и направляющие для унитаза. Шпильки, которые торчат, отрезаю. Вставляю рамку для кнопки. Работа по черновой сантехнике выполнена. Теперь можно приступить к дальнейшей отделке. Теперь пришло время ответить на самые популярные комментарии. Первый вопрос. Почему я в работе использовал именно полипропилен? Во-первых, это самый распространенный материал у нас в стране, а именно в Беларуси. Все застройщики, когда сдают дома, там везде практически сделан полипропилен.
стояки, сделанные из полипропилена, и разводка по квартире. За многолетнюю практику, в принципе, никаких таких вот явных недостатков я не выявил. Это надежный материал, который хорошо себя зарекомендовал. Единственное, что его трудно сваривать, паять в каких-то труднодоступных местах. Во-вторых, это дешевый материал. Вот все, что я купил, что я показывал, на всю эту квартиру стоило примерно $110–120. Если бы я использовал качественный металлопласт, то это было бы дороже. Кстати, насчет металлопласта. Если брать обычный дешевый металлопласт, то я видел, как у него текут соединения. Как текут соединения у нормально сваренного полипропилена, я не видел. Обычно в новостройках у нас сделано так. Весь водопровод, все водоснабжение сделано из полипропилена, а отопление проложено сшитым полиэтиленом. Что касается вообще материала, полипропилен, металлопласт, сшитый полиэтилен и так далее. Любая система, в принципе, надежная, если она правильно смонтирована и это качественный материал. Тут уже вопрос цены. Допустим, стрихау работать удобней, но зато в 3 или в 4 раза эти комплектующие дороже. Следующий комментарий – это почему я замуровываю полипропилен. Если честно, я не знаю, откуда такая информация, почему полипропилен нельзя замуровывать. Если вы на полипропилен надеваете гофру или теплоизоляцию, как я, этот материал компенсирует линейные расширения и, в принципе, никаких проблем с замурованием полипропилена нету. Даже если вы просто трубу замуруете, без пены, без ничего, с ней, я уверен, на таких вот небольших расстояниях ничего не будет. Если у вас длинный отрезок, то обязательно нужно использовать какой-то демпферный материал, гофру или теплоизоляцию, или пену, чтобы у трубы компенсировались линейные расширения. Так, значит, типа делаешь крутой ремонт в квартире, но не меняешь стояки холодного и горячего водоснабжения. Как будто это вот так вот просто взял и поменял стояки у всего подъезда горячего и холодного водоснабжения. Во-первых, для того, чтобы поменять эти стояки хотя бы до соседа, это надо пойти к соседу, развалить его там существующий ремонт и поменять эти стояки. Мне это никто не разрешит делать, меня просто пошлют на 3 буквы. Тем более, что это мероприятие дорогостоящее. И если уже задаться целью, то надо менять весь стояк от 1 до 5 этажа. Стояки, в принципе, довольно-таки крепкие, надежные. Я их посмотрел, изучил визуально. Они не дряхлые, не ржавые. Также еще был вопрос про обратный клапан. Я не ставил обратный клапан, потому что он здесь не нужен. В Беларуси в проектных решениях на дома обратный клапан не предусмотрен. Если вы делаете ремонт, где есть там гигиенический душ, тогда целесообразно этот клапан устанавливать. У нас вообще большая часть моих заказчиков обратный клапан не устанавливает. Еще один комментарий. То, что я сказал, что у меня мало опыта и доверил замену шаровых кранов сантехнику Ижеса. На самом деле, для тех, кто не понимает юмора, я объясню. Мне лучше, чтобы эти краны ввод воды в квартиру поменял сантехник Ижеса. И вся ответственность была на них, чем я это делал бы своими руками. По поводу расположения счетчика и последующих проверок. Это расположение счетчиков изначально запроектировано в этой квартире. Они здесь были с самого начала, в тумбочке. Насчет замены, здесь нет никаких проблем. Здесь есть доступ ко всем американкам. Можно в любой момент взять и снять счетчик. И по поводу опломбировки, эти счетчики были до ремонта опломбированы. Никаких проблем с этим не было. Стояки железные, они крепкие. Они не дряхлые, ничего, то есть, в принципе, железо живое. Поэтому здесь эти счетчики и оставили. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Поздравляю всех с Рождеством и Новым годом!